Представьте, что машина времени переносит вас на 500 миллиарда лет назад. Вы делаете всего несколько шагов по мелководью древнего океана и вдруг понимаете, что оказались в мире, который больше похож на кошмарный сон, чем на планету Земля. Мимо проплывает существо с 5 глазами. Из его головы медленно вытягивается длинный хобот, заканчивающийся клешней. В нескольких метрах от него по морскому дну ползет животное, покрытое острыми шипами, словно живой кактус. А в толще воды скрывается хищник, чьи челюсти способны разрезать добычу без единого зуба. И самое невероятное заключается в том, что это не фантазия художников и не персонажи научной фантастики. Все эти существа действительно существовали. Когда мы слышим слово «эволюция», большинство из нас представляет непрерывное движение к совершенству. Кажется логичным, что миллионы лет естественного отбора должны создавать все более совершенные организмы. Но природа никогда не работала как инженер, который заранее знает конечный результат. Эволюция действует совсем иначе. Она постоянно пробует новые решения. Иногда они оказываются настолько удачными, что переживают целые геологические эпохи. А иногда появляются создания настолько странные, что даже современные ученые долго не могут понять, как они вообще жили. Именно такие животные сегодня и станут героями нашего выпуска. Многие из них десятилетиями считались ошибками реконструкции. Некоторые не имеют аналогов среди современных существ. А одно из них до сих пор остается настоящей загадкой для науки. Наше путешествие начинается в Кембрийском периоде, около 508 миллионов лет назад. Именно тогда наша жизнь переживала настоящий творческий взрыв. За относительно короткое время океаны заполнили сотни новых организмов, словно природа решила одновременно проверить все возможные варианты строения тела. Одним из самых необычных результатов этого эксперимента стало апобиния. Когда первые окаменелости этого существа были обнаружены в Канаде, палеонтологи не сразу поверили своим глазам. Казалось, будто кто-то случайно собрал одно животное из частей сразу нескольких разных видов. На голове располагались 5 крупных глаз. Не 2, не 3, а именно 5. Перед ними находился длинный гибкий хобот, заканчивающийся небольшой клешней. При этом рот располагался снизу, под головой, словно природа в последний момент решила поменять местами все привычные органы. Зачем понадобилось создавать настолько странное существо? Сегодня ученые считают, что именно такая конструкция прекрасно подходила для жизни на морском дне. Апобиния медленно обследовала ил своим подвижным хоботом, выискивая мелких беспозвоночных. Обнаружив добычу, она аккуратно хватала ее клешней и подносила к ротовому отверстию. 5 глаз тоже не были случайностью. В Древнем океане опасность могла появиться буквально с любого направления, а широкий обзор
значительно повышал шансы вовремя заметить хищника. Получается удивительная вещь. То, что сегодня кажется нам нелепой ошибкой природы, сотни миллионов лет назад было вполне успешным способом выживания. Но следующая история оказалась еще более невероятной. Если апобиния сразу выглядела необычно, то галлюцигения сумела обмануть даже ученых. Когда ее впервые описали, исследователи были уверены, что смотрят на животное снизу вверх. Острые длинные шипы приняли за ноги, а настоящие мягкие конечности — за странные отростки на спине. Такая реконструкция десятилетиями печаталась в книгах и научных журналах. Лишь новые находки заставили ученых признать ошибку. Оказалось, все было наоборот. Галлюцигения передвигалась именно на мягких ножках, а длинные шипы образовывали защитный панцирь, отпугивавший многочисленных хищников Кембрийского моря. Даже название этого существа оказалось символичным. Галлюцигения происходит от слова «галлюцинация», потому что ее внешний вид казался настолько невероятным, что напоминал скорее фантазию художника, чем реальное животное. И все же это был лишь один из первых экспериментов природы. Впереди нас ждет создание, которое доказало, что для превращения в одного из самых опасных морских хищников вовсе не обязательно иметь зубы. Иногда достаточно оружия, которое природа никогда больше не повторила. Если бы океаны Девонского периода можно было сравнить с современными саваннами Африки, то Дунклеостей был бы одновременно львом, носорогом и бронетехникой в одном теле. Почти 380 миллионов лет назад эта гигантская рыба внушала страх всему, что двигалось в воде. С первого взгляда Дунклеостей производил странное впечатление. Передняя часть его тела была полностью покрыта толстыми костными пластинами, словно кто-то облачил животное в тяжелые рыцарские доспехи. Казалось, такая броня должна была мешать двигаться и охотиться, но природа снова нашла неожиданное решение. Самым опасным оружием этого гиганта были вовсе не зубы, их у него вообще не существовало. Вместо зубов челюсти заканчивались острыми костными пластинами, которые постоянно самозатачивались. Каждый раз, когда рыба закрывала пасть, их края слегка стачивались друг от друга, превращаясь в идеально острые лезвия. Это позволяло без труда разрезать добычу, словно огромными ножницами. Но самое впечатляющее скрывалось в механике укуса. Современные компьютерные модели показали, что челюсти Дунклеостея захлопывались с такой скоростью, что внутри пасти возникал мощный поток воды. Он буквально засасывал жертву внутрь, после чего костяные лезвия мгновенно смыкались. У добычи практически не оставалось шансов. И все же даже такой совершенный охотник однажды исчез. Причина была не в том, что его конструкция оказалась плохой, просто мир вокруг изменился. В океанах появились более быстрые рыбы и первые акулы, которые выигрывали уже не силой, а скоростью и маневренностью.
История Дунклеостея показывает одну удивительную закономерность. В природе не существует идеального организма. Есть только те, кто лучше приспособлен к сегодняшнему дню. Завтра правила игры могут полностью измениться. Но если Дунклеостей хотя бы выглядел логично, следующий обитатель древних морей заставил ученых спорить больше 100 лет. Представьте себе акулу, у которой все зубы свернуты в огромную спираль, напоминающую циркулярную пилу. Именно таким был геликоприон. Когда в XIX веке палеонтологи нашли первые загадочные окаменелости, никто не понимал, на что они вообще смотрят. Одни предполагали, что странная спираль располагалась на спине животного, другие считали ее хвостом. Были даже версии, что это неизвестный вид древнего моллюска. Лишь современные методы компьютерной томографии наконец раскрыли тайну. Спираль действительно состояла из зубов, но находилась внутри нижней челюсти. Новые зубы постоянно вырастали в центре конструкции, а старые постепенно смещались вперед, образуя вращающийся ряд острых лезвий. Во время атаки добыча попадала в пасть, после чего необычный зубной механизм затягивал ее глубже, одновременно разрезая мягкие ткани. Подобной конструкции больше не существует ни у одного позвоночного животного на Земле. Почему же природа отказалась от столь необычного решения? Вероятно, потому что оно подходило только для определенной добычи. Пока геликоприон охотился на мягкотелых головоногих, его челюсти работали великолепно. Но стоило экосистемам измениться, и столь узкая специализация стала скорее недостатком, чем преимуществом. Однако даже зубная пила — не самый странный эксперимент эволюции среди акул. Следующее животное выглядит так, словно кто-то решил установить ему на спину гладильную доску. Речь идет о стетоканте. Если посмотреть на современных акул, то спинной плавник выполняет вполне понятную функцию. Помогает сохранять устойчивость во время плавания. Но у самцов стетоканта вместо привычного плавника располагалась широкая плоская площадка, покрытая тысячами крошечных зубчиков. Для чего она была нужна? Точного ответа ученые пока не знают. Скорее всего, необычная конструкция использовалась во время брачных демонстраций. Возможно, самцы показывали ее самкам, словно павлины демонстрируют свой роскошный хвост. Есть и другая версия. Шероховатая поверхность помогала удерживать партнершу во время спаривания. Какой бы ни была настоящая функция этой странной доски, природа больше никогда не повторила подобную конструкцию. И это одна из самых интересных особенностей эволюции. Многие удивительные решения появлялись всего один раз за всю историю жизни на Земле. Они существовали миллионы лет, а затем бесследно исчезали, словно их никогда и не было. Но сейчас мы переходим к существу, которое оказалось настолько необычным, что ученые почти 100 лет даже не подозревали,
что найденные ими окаменелости принадлежат одному и тому же животному. Следующее существо стало одной из самых громких ошибок в истории палеонтологии. Причем ошиблись не любители, а профессиональные ученые. На протяжении десятилетий они были уверены, что перед ними останки сразу 3 совершенно разных животных. Одни находки представляли собой длинные членистые конечности с острыми шипами. Их описали как неизвестного морского ракообразного. Другие выглядели как круглая зубчатая пластина, напоминающая кольцо с острыми зубцами, и были приняты за медузу. Третьи находки — широкое тело с рядами плавательных лопастей — вообще отнесли к отдельному виду. Лишь спустя много лет выяснилась удивительная правда. Все эти части принадлежали одному существу. Так ученые открыли аномалокариса, первого настоящего суперхищника нашей планеты. Сегодня метровый хищник вряд ли кого-то впечатлит. Но 500 миллиарда лет назад большинство морских животных были размером всего несколько сантиметров. На их фоне аномалокарис выглядел настоящим морским монстром. Его огромные фасеточные глаза считались одними из самых совершенных органов зрения своего времени. Они позволяли замечать движение добычи даже в мутной воде. По бокам тела располагались гибкие плавательные лопасти, благодаря которым хищник развивал для Кимбрийского моря очень высокую скорость. Но главной особенностью были длинные хватательные конечности перед головой. Они напоминали 2 мощные руки, покрытые острыми крючками. Стоило добыче приблизиться, как эти руки мгновенно смыкались, не оставляя жертве никаких шансов. Долгое время считалось, что аномалокарис легко раскалывал панцири трилобитов. Однако современные исследования показали неожиданную деталь. Его ротовой аппарат оказался недостаточно прочным для подобных нагрузок. Скорее всего, он предпочитал мягкотелую добычу, а не бронированных животных. Даже самый грозный охотник своей эпохи имел ограничения. И именно это делает эволюцию такой интересной. Она не создает универсальных победителей. Она создает организмы, идеально подходящие лишь для определенного времени и определенного мира. Но если аномалокарис уже давно занял свое место в учебниках палеонтологии, следующий герой до сих пор не дает ученым покоя. Его называют Тулли-монстром. Когда в середине 20 века в древних отложениях американского штата Иллинойс нашли первые отпечатки этого животного, исследователи сразу поняли, они столкнулись с чем-то совершенно необычным. Перед ними было вытянутое, мягкотелое существо с длинным подвижным хоботом, на конце которого располагалась своеобразная клешня. Но самым странным выглядели глаза. Они находились не на голове, а были вынесены далеко в стороны на длинной поперечной перекладине. Такое строение не похоже практически ни на одно современное животное. Именно поэтому уже несколько десятилетий ученые спорят, кем же был Тулли-монстр. Одни считают его родственником древних позвоночных,
Другие уверены, что он относится к совершенно отдельной ветви эволюции, которая исчезла без потомков. С появлением новых технологий каждая научная работа приносит новые аргументы, но окончательный ответ до сих пор так и не найден. Получается удивительная картина. Несмотря на тысячи найденных окаменелостей и огромный прогресс современной науки, некоторые обитатели древней Земли все еще хранят свои тайны. И, возможно, именно это самое интересное в истории эволюции. Когда мы называем подобных животных ошибками природы, мы невольно смотрим на прошлое глазами современного человека. Нам кажется, что странная форма тела, необычные органы или непривычные способы охоты обязательно должны были быть неудачными. Но природа никогда не стремилась создавать привычные нам формы. Она просто проверяла, какие решения работают. 5 глаз апобинии когда-то помогали ей выживать. Шипы галлюцигении надежно защищали ее от хищников. Костяные лезвия Дунклеостея превращали его в грозного охотника. Зубная спираль Геликоприона была идеальным инструментом для определенной добычи. Даже загадочный Тулли-монстр миллионы лет успешно существовал в своем мире, каким бы странным он нам ни казался. Все эти создания были не ошибками, а экспериментами, которые однажды перестали быть актуальными. История жизни на Земле напоминает гигантскую лабораторию, где на протяжении 4 миллиардов лет природа непрерывно испытывала новые идеи. Подавляющее большинство этих экспериментов закончилось вымиранием. Лишь немногие оказались настолько удачными, что их потомки существуют до сих пор. И если задуматься, человек тоже всего лишь один из таких экспериментов. Мы привыкли считать себя вершиной эволюции, но история нашей планеты показывает, что ни один вид не остается хозяином Земли навсегда. Возможно, через десятки миллионов лет будущие разумные существа будут изучать наши скелеты так же, как сегодня мы изучаем апобинию, аномалокариса или Тулли-монстра, задаваясь вопросом, почему природа выбрала именно такую форму. Если вам понравилось это путешествие в самые странные главы истории жизни, обязательно поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. А в комментариях напишите, какое древнее существо удивило вас больше всего. Возможно, именно его история станет темой нашего следующего выпуска.